которые, они же должны на этом должны зарабатывать. Вот. Они добавляют там 2, 3, 5%, кто сколько там, 10, кто как хочет, для кредитов бизнеса. Вот, то есть ты идешь брать кредит для развития чего-то, туда-сюда, 5-10, то есть ты уже не берешь под 19% годовых, ты уже берешь там 25, 24, все. А для бизнеса это не рентабельно, это ты не можешь развиваться, не можешь. Ну, все, тебя, ведь ни у кого своих денег как таковых нету. Они все, вот, ну, вот например, как берутся кредиты. На кредиты ты строишь. Ну, я считаю, это правильно. Когда для бизнеса берешь деньги, это просто супер. Ты уже инвестируешь в свое предприятие, которое будет, не теряешь время, и оно тебе будет зарабатывать, потом отдавать эти деньги. Бомба. Вот, ну ладно. Это вот как вот, знаешь, вот, когда квартиры, вот эти вот, никто ж не строит дома со своих денег. Там условие примерно такое, ты должен 25-30% от целого проекта продать, ну, если ты дома строишь, квартиры, да, их должен продать, они у тебя должны уже быть проданы, пусть вот эта вот залоговая какая-то стоимость, там, 40 тысяч или 100 тысяч за квартиру, и тогда тебе банк под гарантией этих проданных квартир уже дает на все остальное. Ну а кто же будет строить, потому что ну, нереально, всю прибыль будет сжирать. У них и так уже упала этот, как его, продажи. Но у них, когда продажи, потому что невозможно взять ипотеку и купить, это кошмар просто. И у них сразу выросла аренда. По стране круто. И вот с экономической точки зрения, вот эти вот сипанки, вот эта кредитная ставка, они сравнялись уже с африканскими странами, не со всеми, но они уже входят в десятку лидеров по вот этой. Ну, смотри, вот у нас, почему у нас. И теперь у них выгодно не инвестировать куда-то, а если у тебя есть деньги, ложить. Потому что ты будешь получать, тебе депозит дает 20-21%. Значит, банк дает минимально по 25%, чтобы заработать. Вот как у нас, нам дают там вот 5%. А это как его? А если я беру у них, то 13%. Ну, вот мне предлагают там 13 или 11, что-то такое, не помню. Вот, мне предлагали контакоррект под, ну, до минус 250 тысяч я могу опускаться за 13%. И то я не беру, потому что много, но оно мне не надо. Но если бы там где-то какую-то дырку заткнуть, там как-то можно там залезть на 1000, на 2, на 5, на 10. Да, охренеть. И вообще никто это считается дорого. Понятно, тут предприятия берут у тех, у кого большие обороты, там не под такие проценты, как тебе простому смертному. Я с Петром, когда он разговаривал, говорит, ты думаешь, мы когда покупали 2 трактора, они были миллион, ну, 2 по 500, миллион. Вот, и он говорил, а я же тогда не понимал, все вот я спрашивал, а нахера он это как его берет? Ну, во-первых, ты же не думаешь, что у него такие проценты, как у тебя. А во-вторых, вот смотри, вот он их взял, ну, как он мне объяснял так, по колхозному, да, дал там 50 тысяч за каждый, например, ну, 100 тысяч заплатил, а в месяц благодаря им заработал 200. Он говорит, ну, 100 тысяч он заплатил. Все, блин. Вот так он так, на такой, поэтому. Вот, тогда начал до меня вот эти вещи начали доходить. Поэтому, поэтому они там сами себя. А вот этот вот, когда, вот я вот это, почему удивлялся немцам, это вот сколько раз вот всякие вещи, когда вижу, оно так тяжело объяснить, а вот когда пока в глазами не увидишь, когда у тебя все построено на войну, у тебя, вот я не понимал, я не знаю, говорил тебе или нет, вот, что такое перегрев экономики. Нет. Вот. Получается, вот они начали говорить вот эту фразу перегрев экономики, что это такое. Когда у тебя экономика работает на войну, вот, ты производишь продукт, который уходит на войну, берешь деньги, все. А этот товар, который ты произвел, ты его не можешь продать, потому что сегодня танк сделал, а завтра его взорвали, или послезавтра, или через месяц. У тебя нет продукции, ты не получил прибыль. Но расходы на производство, кормить людей, зарплату, электрику платить, там, энергию, воду, логистику, это все оплачивается. Да? Танк стоил какие-то денег.
Но поехал, его взорвали, а ты ничего не получил. А у тебя таких танков несколько, плюс патроны и так далее, и так далее, и так далее. И у тебя основная масса денег уходит в этот бизнес. И у тебя товары народного потребления, так как не хватает людей, не хватает всего остального, там, денег, экономики, чего, там, логистики, шоферов, я знаю, что, тормозится, потому что все в первую очередь идет сюда. И самое главное, зарплаты повысили им. Ну вот сейчас вот в Москве и Московской области со всеми надбавками, которые там получат годовые, региональные, от мэра, от Министерства обороны, одноразовой, за год 5 миллионов 200 тысяч. Это 52 тысячи евро. Разделить в среднем, если разделить на 12, да, 4 тысячи евро в месяц зарплата. Они получают 300 евро. Теперь, теоретически, если этот человек прожил, выжил там, живой остался, все, у него такие деньги, это масса денег, которые он готов потратить, а у него не на что потратить. То есть товары народного потребления плюс санкции не производятся, ну и то качество, которое там производится. Вот. Появляется спрос. Я хочу купить, деньги есть, а ты не можешь. Магазины, склады видят все это, что есть, начинают поднимать это и заказывать больше, а производители не могут не расширить производство, не могут произвести, потому что нет рабочей силы, нет там водителей, нет там, я не знаю кого, бухгалтеров, ну вот это все каши, которые с этим связаны. И вот это называется перегрев. У тебя возникает бешеный спрос, который ты не можешь удовлетворить. А раз так, начинает опять поднимать цены, начинает расти инфляция, которая перерастает в гиперинфляцию. Пипец. А к этому-то все идет, это же, если вот посмотришь все их цены, сейчас они сделали, знаешь что, в связи с этими санкциями, утиль сбор опять повышают, и они там хотят до какой-то суммы его повысить, ну каждый год там на 2, 3, 5% повышают, я не помню все суммы, но вот сейчас когда они защищают своего производителя автомобилей. То есть, как он раньше был таможенный сбор, а сейчас они его назвали таможенного сбора нету, потому что их тоже ничего не поставляет, санкции. А они назвали утиль сбор. Если ты купишь машину в Китае, то ты за нее еще 20% должен заплатить от суммы там, или от параметров двигателя, не знаю чего. Вот, еще надбавку 20%. А это сейчас вот выливается, сейчас вот у них было 500 тысяч, а сейчас будет 667, они сказали. То есть машины дорожают. Тут ЖКХ подорожал, а бензин дорожает каждую неделю. Каждую неделю, ну вот мне же пишут там все эти, они там, конечно, защищаются, говорят, да что там, блин, на 4 копейки, на 5, но за, там, допустим, за целый год оно подорожало, или как же он там говорил, за какой-то определенный промежуток времени он подорожал больше, чем сама инфляция. То есть он вышел за рамки инфляции. Когда он дорожает на инфляцию, эта стоимость сохраняется по отношению к деньгам. Он как был рубль, ну, в эквиваленте, так и будет рубль. А когда он перекрывает инфляцию, как описываются деньги, он дорожает еще больше. Все, блин. И они там могут говорить что угодно, как угодно, но инфляция там, ну, дорожание там жутко. А зарплаты остаются на уровне всего этого. Ну и сейчас уже везде, блин, везде. Ну, ты представляешь, уже не пишут там, как его, идите там за 2 миллиона одноразово, все, уже пишут годовую сумму, чтобы эта сумма была пипец. А теперь прикинь, в Москве платят годовая, получается, по 5200, а какой-нибудь Бурятии сейчас... Бурятии поднят, блядь. Вы говорите, не смог, Бурятии. Ну, прикинь, замкнула. Там 500 тысяч дают. В Москве дают 2 миллиона, 1 900 000, в Питере 2 миллиона 100, а в Бурятии 500. И со всеми выплатами вот у него на 1,5 миллиона меньше за год, да? Там 5200, а тут, блин, 3700. Прикинь, да, вот. Но все братья там, все, да. Вот это, да, вот они все там равны, все это. Так почему там так, а там так? Ну и уже тоже такими суммами не говорят, там, ты получишь в месяц, это уже переводят на год, потому что, ну,
запечатлеть. Да, а куча же этих, которые не платят. Вот сейчас пришел один, был зэк, оторвала руку, а ему не узнают, не назначают вот это ВВК, врачебно-военную комиссию. И, короче, как бы, типа, я не помню, как он называл, короче, не военная травма, а бытовая. Все, он не может добиться нигде уже.